Итак, всем привет-привет. Для тех, кто собрался, кто все-таки решился сделать вышивку вместе со мной, вот здесь я буду делать вышивку на этом свитере. Если помните, последний мастер-класс, вот такой вот связался свитерочек. Смотрите, мы будем вышивать. Я буду вышивать, да. Я взяла вот такую картинку. Вы у меня спросите, можно же было распечатать? Можно, да. Но я специально взяла такую незамысловатую, несимметричную. Вот так это будет располагаться, эта собака. Вот здесь вот этой вот ниточкой. То есть она будет одноцветная. Ну, может быть, глазки там, ротик можно вышить. Вот. Но дело в том, что когда я прорисовывала, ну, я всегда так делаю, когда я прорисовываю картинку, я уже автоматически запоминаю, и когда уже буду вышивать, здесь у меня уже как бы в голове откладывается вот это вот кое-что просчитано. Вот это, может быть, на рисунок время тратится, но на вышивку время уходит меньше. Вот, поэтому сильно центровать как бы не обязательно. Да, это же все-таки творчество, ручная работа, поэтому не фабричная, поэтому тут как бы не обязательно, да, вот сильно все просчитывать. Но, да, мы, например, определяем место, вот как я, да, что это будет нижняя точка, да, ну, нижний ряд. Ну, в принципе, можно и здесь взять, но дело не в этом, да, вот предполагаемая середина, почему я знаю, вот это идет такой, как бы, где спицы соединялись, его видно, да, вот эта вот полоска, но потом в процессе носки и стирки это уйдет, тем более ее видно только на камеру, а так визуально ее не видно. Вот, да, я определяю, что это у меня будет середина, и вот нижний ряд я как бы не как мы читаем слева направо, а вышивать, ну, мне удобно. Но, в принципе, нам придется и так делать ряды, чтобы нитку не перекидывать, чтобы не было, не отрезать, чтобы не было этих много хвостиков. Но я вот начну отсюда, да, но вот середина, допустим, пусть будет это вот ноги, да, разъединение. Поэтому я отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мне нужно вот от этой петли, да, сейчас я ее как-нибудь помечу. Ну, пусть будет это вот так, да. Это, опять-таки же, все чисто условно. И я в этом же ряду, ну, вот видите, так неудобно тогда. В этом же ряду я просто нахожу, отсчитываю 7 петель. Вот это и от нее 7. Ее я не считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Ой, я вам не показывала, да? Извините. Вот в этом же ряду я отсчитала от центра 7-ю петлю. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот она 7-я. Я ее обняла, да? И вот в основание сзади изделия иголочку я ввожу. Ну вот сейчас. Сейчас мы сделаем. Я просто не проверила ниточку, а у меня там узелок. Вот в основание я петли, вот видите, вот она петля. Мы ее будем обнимать в основание. Здесь оставляю небольшой хвостик. Держу его там пальцами. И смотрите, мы обнимаем. Вот нам нужно сначала сделать, видите, 2, сделать 2 петли, вышить, вот 1, а опять сюда же и уже в следующую, видите, но ряд не забывайте, не теряйте ряд, а то вышивка получится кривой. И рядышком 2. Вот. А потом у нас мы одну пропускаем и 4 подряд идет. Одну мы, эту мы пропускаем и следующую через одну. И
и 4 подряд. Кому-то может быть удобнее вышивать. Вот видите, мы одну пропустили и следующую. Может быть, кому-то удобно вышивать вот так вот по вертикали. Мне удобнее вышивать по горизонтали. Вы это смотрите сами. Просто показываю сам принцип. 4 подряд мы с вами вышиваем. Кто вышивал крестиком, тому, конечно же, легче. Принцип тот же самый. Только тут не крестики, а, видите, у нас получаются галочки. Мы обнимаем каждую петельку. Потом, нужно стараться также, чтобы петельки тоже все были ровненькие, одинаковые. Потом это нужно утюжком будет отпарить, и все ляжет как нужно. Вот 4, да, смотрите, нам нужно было 4 подряд сделать. Да? Потом одну пропустить и еще раз 4. Точно так же. Одну мы не сюда пропускаем, а в следующую. Вот. Видите? И в следующую. Это, я же говорю, это кажется, что сложно. Как говорили наши бабушки, руки боятся, глаза боятся, а руки делают. А также в этом же и случае, понимаете, нужно просто попробовать. Пока вы не попробуете, вы не поймете, тяжело вам, сложно ли это. На самом деле ничего сложного в этом нету. Просто не нужно брать, если вы начинающий, например, да, слишком какую-то замудренную, сложную вышивку. Тем более, где одна петля там, это, касается снежинок, да, например. Они вроде кажутся, что они, что там, маленькие снежинки, стежков мало. Но на самом деле, чем дальше друг от друга петельки расположены, тем сложнее их вышивать. Смотрите, вот 4-я, да, я вышиваю петлю, а следующая у нас идет вот ряд. Мы же не вернемся сюда, правильно? Это как бы нецелесообразно нитку протягивать сюда. Нам просто нужно подняться на один ряд и вязать в этом направлении. Поэтому я делаю вот так, смотрите. И вот в центр. В центр нашей... Мы ее просто уложим. Она может лечь по-другому, но мы ее уложим. Это же вязаное изделие, понимаете? С ним делай, что хочешь. Вот, мы перешли на другой ряд. Теперь мы будем с вами вязать в обратном направлении. То есть теперь мы идем, видите, с вами как? В другую сторону. Вот и все замудренности, понимаете? И опять-таки же ниточку, вот это я сделала большую. Но мне просто как бы на камеру неудобно махать. Вы тоже сильно большую ниточку не делайте, потому что, во-первых, неудобно шить. Во-вторых, она, смотря еще какая нитка, она может закручиваться. Если скрутка у нитки какая-то, не то чтобы неправильная, можно сказать, особая какая-то, да, она может закручиваться, ниточка, и тогда только будете нервничать, узелки только распутывать будете. Вот видите, пока мы с вами болтали, мы уже 4 прошили. Вот, и дальше на следующую лапку переходим точно так же через одну вот в эту. Потом ниточка у вас кончается, вы ее обрезаете и там, где остановились, дальше продолжаете. А потом эти ниточки просто с задней стороны, с изнаночной стороны, вы их просто аккуратно там закрепляете, отпариваете все. Вот прям иголочкой можете вот выровнять, прям вот выравниваете, не бойтесь. Лучше выровнять сразу, чем потом что-то будет вам не нравиться, да?
Вот, выровняли, каждую петельку уложили, как вам нравится, как вот вы считаете, да, что будет красиво. Все, продолжайте дальше. Это, может быть, сначала покажется, что, боже, что это такое. Но я же говорю, это процесс творческий. Проявите немножечко, да, какой-то творческой фантазии своей. Опять-таки же глазки там, да, можно вышить какими-то бусинками или пуговичками. Правильно же, да, приделать. Потом можно какие-нибудь там усы приделать, носик приделать, там пушистый хвостик сделать. То есть тут фантазии очень много. Поэтому не стесняйтесь, проявляйте фантазию. Вот, да, 4 мы с вами прошили. Теперь одну нужно пропустить и сделать 7. Прошить 7 петелек. Одну пропускаем. Получается вот сюда. Вот видите, вот что получается. Уверяю вас, вы получите громадное удовольствие, когда вы сядете. А тем более, когда вы увидите результат. Только я говорю, не нужно торопиться, нужно все лучше сразу делать аккуратно, укладывать все аккуратненько. Потому что даже если вы делаете это для своей собаки, неважно. Важно принцип, понимаете, само отношение к делу. Если вы... Ой, вот видите, про что я говорила? Вот нужно в этом случае нитку будет мне разматывать. Само отношение, да, к процессу, и к собаке, и к процессу, само отношение. То есть как вы относитесь к своему питомцу. Так, вот здесь у нас новый. Не потеряться бы, не перескочить бы ряд. Самая большая проблема это когда попадаешь не в тот ряд. Но ничего страшного, всегда же можно вернуться. Спустите ниточку с иголки и вернитесь, и все. Оттуда, с того места, где было правильно. Вот. Видите, все правильно, все ложится как нужно. Итого, 1, 2, 3, 4. Вот я 5-ю уже, видите. Сейчас я вам просто еще один переход ряда покажу. И все, больше никаких тут особенностей и чего-то особенного нету. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все очень просто. Можно, конечно, ну, есть девочки, кто вывязывает это цветом, но для меня это очень сложно и трудоемко, очень много времени занимает. Мне легче вот сесть и вышить, если честно. Вот, дальше, смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь нам нужно, видите, вот это мы уже вышили, подняться на ряд и продолжать уже в этом направлении. Точно так же мы с вами вот так иголочку, видите, мы поднимаемся на ряд выше. Сразу укладываем здесь как нужно, чтобы были они одинаковые, наши столбики. Нитку надо раскрутить мне, потому что закручивается. Вот. И все, девчонки, все. Вышиваем дальше по схеме. Вот. Вы не думайте, что схема как бы... Эти все схемы, они в доступе свободном в интернете. Выбирайте себе картинку кролика, котика, там, не знаю, лисичку, да кого угодно, да вообще. Можно несколькими цветами. Ой. Главное не переоценить свои возможности, понимаете, и не брать сильно большую. Не забывайте, что у нас как бы это, ну, не холст, это не вышивка. Вот 3, да, видите, я с вами проболталась и не туда воткнула иголку. Вот надо было 3
И все, и через одну делать. Но опять-таки же, я же говорю, ничего страшного, я сюда же ввожу иголку и просто вывожу куда нужно. Ой, вот. Все, и получается, что одну мы пропустили. Вот, поэтому я же говорю, всякие бывают ситуации, поэтому не надо паниковать и нервничать. Поэтому я говорю, кто ну, первый раз, не то что начинающий вязальщик, а кто до этого, например, не вышивал, да, а решился все-таки, вот посмотрел, что ой, как у нее красиво, хочу. Все, раз хотите, берите и делайте. Почему, если я, например, это делаю, у меня это получается, а у вас не получится? Конечно же, получится. Ничего сложного в этом абсолютно нету, как видите. Вот 4 подряд я прошила. Ну, сейчас прошью, вот это 4-е будет. Вот. А потом тоже не забывайте ниточки. Если вы возьмете сильно тонкие, то у вас получится проплешины. Ну, некрасиво просто будет, да. Если возьмете сильно толстые, то у вас бугры будут. То есть нитку приблизительно нужно брать такую же, с какой вы вязали. То есть мы повторяем контуры наших петель, которые мы связали. Видите, одну я должна пропустить и здесь 3 вышить уже. Поэтому эти нюансы вы должны тоже учитывать обязательно. И нельзя, ну, как нельзя? Ну, может быть, конечно, гипотетически можно, но за результат я не ручаюсь. Если вы возьмете, например, вы вязали шерстяными нитками, а начнете вышивать ХБшными какими-нибудь, да, нитками. Ну, я, конечно, за результат не ручаюсь. Сделать-то можно все, но вы не забывайте, что вы хотите получить в результате. Вам же нужно, чтобы была эта вещь хорошая, красивая, чтобы, естественно, вы кому-то похвастаетесь, и чтобы люди сказали не «О боже, что это», а сказали «Ух ты, класс». Правильно же? Поэтому перед тем, как что-то делать, вы должны рассчитать все вот эти вот нюансы, учесть, точнее, все эти нюансы. Ну, как показывает практика, всего учесть и рассчитать сразу невозможно. Все равно в процессе появляются какие-то отступления и доработки. Вот. Смотрите, 3 ряда, пока мы с вами болтаем, 3 ряда у нас уже с вами вышилось. Я поднимаюсь на верхний ряд. И все. Вот. Вот что у меня получается, видите? Я надеюсь, что будет классно. Не смотрите, что это не симметрично, потому что, видите, сюда идет хвост побольше, да, а сюда это ухо. Так что, когда это все вышьется, все будет, я надеюсь, будет нормально. Ну, в любом случае, переделывать я не буду, уже как получится, так получится. Я так вижу, да, так задумано. Вот, сейчас так модно говорить, пусть будет так. Вот. Так что, вот, девчонки, вышивайте. Эту, кстати, эту собачку я нашла на этом, как это называется, Пастила или Пинтерес. Кстати, я там тоже есть. Кто хочет, меня может там найти. Вот. И вы тоже срисовывайте, можете распечатать, если вам лень вычерчивать. Вот. И мы с вами уже потом сравним результат, что получилось у вас, а что получилось у меня. Итак, посмотрите, я закончила вышивку. Сделала глазки собачки, бровки, мордочку. И такой вот декорчик цепи сделала. Вот что у нас получилось. Осталось нам примерить на собачку это все, как это будет свитерочек сидеть. Вот. Если вам понравилось, пожалуйста, вышивайте.
с удовольствием. Присылайте мне фото своих работ, как получилось это у вас, получилось ли вообще, или, ну, может быть, какие-то проблемы у вас. С удовольствием отвечу на ваши комментарии и вопросы. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Вот, девочки, кто хотел фирменный зевок, пожалуйста, модельку показываю, как на собачке она сидит. Вот на спинке. Мамка, покажи, как на спинке. Вот так у нас на спинке. Вот так собака на собаке. Да? Вот она сидит, довольная. Встань, пожалуйста, покажу. Вот, видите, для мальчика, вот видите, докуда мы с вами довязали. Но у нас как бы нету. Вот, и чуть-чуть можно было, наверное, покороче, хотя нормально все. Вот, все нам нравится. Все замечательно. Здесь тоже все замечательно. Одевается все быстренько и хорошо. Так что вяжите, девочки, с удовольствием.